Ребят, всем привет, с вами Баджер, это игра Myth Puzzles RPG. Сегодня у нас запись войнушки против польского альянса. Дух пущим. Война была с дождем со стрел. Вот, откидывался я поздно ночью. Вот, поэтому смотреть там сколько у кого тапков было абсолютно бессмысленно. Я понимал, что утром у меня первый день рабочий после отпуска, и мне будет совсем не до этого всего. Вот, решил я... Был уже 2 часа почти ночи, короче. Откидаться. Воюем 20 на 21. Альянс, в принципе, известный там многим. Наши там бойцы что-то тестировали, да не вытестировали. Разбивались там и все такое. А я первый этапок взял на Мучо. Даже провтыкал, что поставил, не поставил запись. Короче, взял я себе ударную троицу зеленых 6-камневых и саппорта Хидея для разгона маны, плюс хорошего нормального хиллера. Но в начале поля я понял, что как бы с зеленью у меня проблемы, и я решил, что ну хотя бы начать разгоняться Хидею, это будет уже какой-то вариант лучше, чем ничего. Поэтому 3+4, Хидея заряжена. Можно ультануть, и в принципе вон там в центре куча там через комбинацию может улететь через красные, синие, фиолетовые. Там вот это все нужно прокидывать под данты, камней. Вот только сейчас что-то уже начало выходить. При этом у Данте уже 2 миньона, он уже щиточки свои наложил, а я так еще ни одного зеленого камня и не собрал. Вот. Ну, можно сейчас желтые сложить или просто титанию зеленые прокинуть, я это и делаю. Но теперь-то точно или желтые, или красненькие горизонтально. Вот желтые есть, хорошо, но зеленые опять не подошли. В любом случае можно еще раз Хидею использовать, хотя бы просто там на пару ходов себе увеличить набор маны. Метку у нее, к сожалению, сейчас украдут сразу же. Конечно же, ну, это было очевидно. И вот только сейчас, когда уже заряжены 2 фланговых игрока, когда уже по 2-3 миньона висит, я могу зарядить 6, камней, я могу использовать своих зеленых ударников. И, ну да, чуть-чуть потерпаю. Как бы все нормально. И что делать, ребят? Вот есть вариант пробить Данте. На самом деле у него там 2К плюс 2 миньона. В теории там, сколько, да, там по 3000 с 3 шотеров я должен пробить. Или есть вариант хороший тоже, это вынести титанию, но потом просто дальше особо ничего нет. А так я хотя бы смогу 3 прокинуть, но у меня работает раз обет преданности, 2 обет преданности. Я просто напоминаю, что это 36% шанс срабатывания. Естественно, после 2 сопротивлений Данте выживает. Ну, у меня просто 0 срезов сработало брони. Это просто трэш. Дальше заряжается шип. Я понимаю, что с шипом тоже все будет бедово. Только сейчас у меня вот 3 зеленых через 3 желтых получается, но я боюсь, что к ним я уже не доживу. Собираю 3 зеленых. Вот. Но мой Энгус, к сожалению, умирает. Ну, давайте хотя бы попробуем выбить там этих 2 миньонов, там как-то пробить. Но, ребята, 36% раз, 36% 2. 4 из 4 Данте работает. Это кайф. Я в этот момент немножечко разнервничался, потому что даже для меня это, ну, честно, многовато. Вот, ну и по факту здесь, меня тут просто разбирает, я понимаю, что, ну, короче, первый этапок, он, ну, очень-очень комом, как и блин. Собственно говоря, ну, камон, 4 раза просто сработать это немножечко дезморалит, честно говоря. И я уже подумал, что, ну окей, наверное, у моего стрика нормальных там войн пришел конец. Я, там, ну, как правило, там 4-5 шотов последние войны все делаю, как всегда. Ну, посмотрим, стрик перервется или нет. Беру новую команду, ну как, новую старую команду. Собрал ее буквально вот вчера-позавчера. Иду на вот какого-то игрока, Гай, я, наверное, не знаю. Беру 3 красненьких.
с новым Штайном, плюс к нему разгон по мане Седну и баффера. Здесь, как ни странно, красных мне дают, причем дают достаточно. Я целенаправленно брал плюс-минус там пассивный такой центр, потому что понимал, что, ну, типа, непрокачанный мой Штайн, он от полноценных соперников будет пока отлетать, потому что там даже без эмок он еще, ну, так, плюс-минус. Вот. На самом деле я целенаправленно здесь игрался, я мог там 250 раз уже убить и камнем добить Гиппократа, но хотел по-красивому, хотел зарядить и самого Штайна, и зарядить еще Кахинду, чтобы навесить на себя бафчик на атаку. Вот. Ну, тут игра мне вообще что-то варианты никакие не хочет предлагать, только вот желтые с фиолетовыми прокинуть. Но я решаю подогнать через синие, через комбо. У меня еще вылетает красные. Опять Гиппократ у меня заряжается. Он накладывает на себя там уже миллиард овер хп на своих своих тиммейтов. А я не могу зарядить Кахинду, потому что я очень хочу ее зарядить, но у меня, к сожалению, нет камней. Но я, в принципе, не сдаюсь. Я принимаю волевое решение все-таки еще попрокидываться. И найти все-таки где-то этот гребаный один камень зеленый. Наконец-то я его нахожу. В этот момент уже какой там третий или четвертый раз Гиппократ ультит. Но я своего добился, ребята, я своего добился. Можно потестить. Используем Кахинду. Надеюсь, что ходик я пережду, чтобы она там какой-то бафчик сняла своими миньонами. Особо никто ничего не снял, вот только на этом чувачке, господи, я уже забыл, как его зовут, с цветочками. Аберон, да, вот. Я решаю в него ультить. У него очень много хп, ребят. Там 300, 600, 1800, это все влетает, там в любых других условиях там, ну, он бы уже отлетел, но, по крайней мере, я решаю добрать с камней центрового Гиппократа. Пазик пытается, естественно, по скриптах вынести моего новенького красненького героя, у него это не получается. А новенький красненький герой заряжается тем временем. Также и заряжается Седна. Штайн там на 76 хп просто чудом каким-то выживает. Я решаю разультиться в правый угол. Раз, два, три. Там, ну, нормально так отлетают все чувачки. В принципе, красиво это все происходит. И что дальше? Дальше я понимаю, что у меня остается дело техники. Можно мордочку взорвать и два этих камня жилы себе замутить. Один из них он падает на Седну с благословением на отхил. Вот. И в принципе, да, мне больше ничего не надо. У меня и так вот уже все окей. Единственное, что там не окей, это очень-очень много хп на вражеских героях. Поэтому мне нужно еще раз зарядить красных. И потом я их только... Ну, короче... Чисто, знаете, ради демонстрации, ради интереса взял эту команду и специально, целенаправленно заряжался от гиппоаппарата, чтобы, ну, всех зарядить, попробовать, как оно вообще будет работать. Короче, как-то работает. Если играть с разгоном по мане, то, в принципе, в целом, не против Данте, то этого Штайна можно юзать вот в такой команде, в которой я его сейчас юзаю. Ну, короче, герой, в принципе, рабочий, но... Ой, ну, когда будет на него прорыв, будет интереснее. Пока это так, чисто фановая тема. Ну, ладно, короче, добираем сейчас. Надеюсь, что добираем. Левый фланг, там Пазик, он, конечно, хоть и в углу, хотя и понимаю, что он уже там полутруп, но все равно я хочу все-таки через Кахинду зарядиться, чтобы все было красиво. Фиолетовые можно собрать, да. Прокидываем последние зелененькие. Ну, они сами прокинулись. Прекрасно. Ну все, тогда что? Бафаемся. И в Пазузу там у него 1900, да, почти хп. Раз, два, три. Отлетает. В принципе, урон неплохой под бафами залетает. А если зарядить Штайна под его же бафом, там еще плюс 30 с копейками процентов культе. Ну, тоже неплохо, в принципе. Нормально, хороший такой персонаж, если ему зарядиться дать. Вот. Ну, сейчас миномет плюс Аматерасу и все, до свидания. Второй тапок у меня, как ни странно, шот. Хотя после первого 0 я был почему-то уверен, что, короче, у меня будут проблемы.
Ну, получилось так, как получилось. Хорошо. Да, здесь, справедливости ради, соперник был не сильный. Ну, здесь, в общем-то, выбрать особо некого было, по факту. Да и тестировал героя как-никак. Третий этап. На Дару идем. Беру Сайкасу, которую прорвал вот буквально на днях. Беру, конечно же, Скади. И надеюсь на то, что я 6 камней смогу фиолетовых найти. Если 6 камней я нахожу, то это по факту, там, ну, скорее всего, смерть любому герою. Но, как вы видите, я здесь могу найти... О, спасибо, карма. 3 зеленых. Фиолетовые не вышли. Но можно сейчас блокировать Данте, прокидывать красные вертикально вот справа, подтягивать фиолетовый один. Да, это рискованно, там Купиха может начать заряжаться, там она сможет там нормально поднасрать потом. Вот, ну все-таки блокирую, прокидываю 3. Летит небольшое комбо. Не то чтобы страшно, но ничего, нормально пойдет. Можно прокинуть зеленые вертикально, чтобы подогнать один фиолетовый. Я, наверное, ну, так, типа через комбо я, наверное, так и сделаю, честно говоря, не помню. Ну, напрашивается этот ход. Да, вот так. Собрались фиолетовые. Хорошо. И теперь, на самом деле, кристалл синий спасибо, но нет. Пожалуй, зеленые вот в центре под Данте, они более интересно смотрятся. Тем более на Данте спадет сейчас, наверное, закорлючка. Да, блин, спала, неудачно получилось. Ладно, коль уж Раймфин заряжен, то я просто разультюсь. Больно получилось, конечно, ну ничего страшного. Так, что мы имеем? Хотелось бы в идеале, конечно, на x2, но давайте пытаться просто центр сейчас, наверное, пробивать. Там, да, там миньоны, там все так неприятно. И на x2 я в теории, кстати, попробовать можно было бы зарядиться. Можно попробовать прокинуть красные в центр. Но нет. Давайте снимаем щиты. Снимаем броньку. Ультим с Айкасой. Там, конечно, после этих 500 миньонов Данте вообще пофигу на все. Поэтому удачно подлетели фиолетовые. Еще подлетели фиолетовые. Хорошо. Заряжается, блин, неудачно Тропос. Естественно, попадает туда, куда надо. Мне нужно подхилиться. Пожалуй, заблочить лису. И, наверное, даже можно будет прокинуть и кристалл в синий. Или, как вариант, еще есть желтенькие вот там под лисой. Нет, собираюсь все-таки прокинуть. Вот кристальчик. Подлетают фиолетовые. Ну, там с миньоном было сложно, конечно, меня пробить. Теперь, значит, что мы делаем? Срезаем броньку стихийную. Используем Осириса. Дальше используем Скади на лису. И в Атропос попробуем Кахинду запульнуть. Там 1400 хп. Ну, в идеале, наверное, 1400. Кахиндо при смерти, у нее там 700 или с чем-то процентов она должна бы вынести. 750, по-моему, процентов у нее урон. Должна бы полторушку она снять. Блять, 2200 просто, отлично. И дальше нам остается собрать желтенькие, чтобы лиса сама откопытилась. Это хорошо. Ну и в принципе подзаряжаем Данте. Дальше можно будет зелененькие собрать вон справа и еще фиолетовые подкинуть. Или просто взорвать нахрен синий кристалл. Вот, а теперь у меня есть и зеленые, и фиолетовые через комбо справа. Отлично. Так. Можно еще что? Кристалл, наверное, даже лупануть. Нет, решаю. Аккуратнее сыграть. Аккуратнее, конечно же, не получается, потому что когда ты хочешь сыграть аккуратнее, никогда не получается так, как ты хочешь. Всегда летят комбо-вомбо. Ну, ничего страшного. Раймфин хорошо ультит. Да и поехали. Снимаем стихиечку. Снимаем бафчики. Пробиваем по 700 Осирисом. И, ну, в принципе, здесь, опять-таки, Сайкаса сейчас будет разбирать. Просто разбирать. И остается, по сути, дело техники. Это просто сейчас даже
прокинуть зеленые с фиолетовыми слева. Заряжаем. Одного, второго. Но я думаю, что одной хватит. Даже скади. Нет, не хватило. Ну ладно, Осирис решает вопросы. По итогу, что мы имеем? Это уже как бы второй шот с 3 тапков. Хорошо. Я там жду считанные минуты, пока у меня появятся новые тапки, чтобы пойти дальше. Соперников на поле не прибавляется, поэтому я беру то, что есть. Беру вот, не знаю, там Юрис ПЛ какой-то. Не помню, не понял я, что там написано. С моим зрением очень сложно такие шрифты читать. Вот. Хорошая команда, нормально за нее очков давали. Беру, короче, я, понятное дело, блокиратора Хеприка. Беру 3 синих и 6-камневого Дулана. Ну, здесь на самом деле все весьма печально. Очень попахивает на неприятный исход, потому что, ну, камни вроде как вот что-то есть, но оно так косо-криво. И по факту я могу собрать или красные, или желтые, или синие. У меня вот и все в этом углу. Все в этом углу, все комбинации. Ну, ладно, как вы видите, у меня вышло 0 синих камней. Данте уже там процентов на 35 зарядился. Прокидываемся дальше. Вот. Можно через зеленые подтянуть еще. Там 3 синеньких, ну, по центру прям. А можно собрать 3+3 для Хеприка. Это, знаете, чтобы было. Я понимаю, что, ну, я уже опоздал. Моя электричка уехала. Данте уже там весь в щитках и в миньонах. Но в любом случае, можно даже, в принципе, еще раз закинуть фиолетовые, чтобы на x2 зарядился. А там, глядишь, и... так с него щиты спали. Слушай, так мы его тогда блокируем. Круто. А там чей-то топорик, походу, отразился на меня. Так это ж Хеприк топорик отразился на меня. И теперь, слушайте, можно теперь, кстати, попробовать подтянуть или желтые, или зеленые. Вот зеленые решаю через комбо желтенькие. И у меня вылезают такие нужные мне 4 синих камня, которые заряжают моих героев. В целом я здесь даже не расстроюсь и просто буду, наверное, уносить центр. Причем я даже не запарюсь насчет того, что у меня, срез брони сейчас на меня вернется. Ничего страшного. Главное, что мы сейчас попробуем заблочить центр. Центр мы заблочили частично. На самом деле хреново, потому что сейчас барашек заряжается. Хаген заряжается, Низар заряжается, но при этом у меня есть красные в центре безопасно. На самый крайний случай у меня есть потом фиолетовые в барана. Можно попробовать морду подканной взорвать. Но я решаю прокинуть все-таки фиолы. Хеприк зарядился, окей, пускай будет. А вот теперь 3 в пустоту синих, это уже прекрасно. Это прекрасно. Так. Вот только не прекрасно то, что у меня, цепи на Хельке. Дулан сработает не скоро. Метка Дулана сработает не скоро. Но можно осадить пока Хагена. Попрокидываться. Безопасненько. Плюс-минус. Еще один ход нужно. Так, еще один ход нужно, чтобы сработала метка. Ну, по идее, вот сейчас, когда я подзаряжусь, у меня сработает метка, которая снимет с меня все дебафы. И потом мы прокинем 3. Вот, есть, хорошо, есть. Можно через комбинацию теперь 3 синих прокинуть. Один из них в пустоту. Я заряжаюсь. И в этот раз вполне возможно, что есть смысл уже поработать непосредственно под Канной. Благо у меня еще там сверху есть 3 камня под вражеских героев. В общем-то, снимаем броньку, Хельке заюзали, блокируем. И я понимаю, что нужно камнями добирать, не жалеть, потому что баран отлечит сейчас. Есть у него такое свойство неприятное. По итогу что мы имеем? Подошли еще камешки. Из них даже 3+3 с фиолетовыми можно собрать. Хорошо.
Да, давай используем именно Хагена, пускай она садится. Так ни разу он за бой, по-моему, и не зарядился, не ультанул. Точнее, зарядился, но не ультанул. Хорошо. Можно теперь уже переключиться на правый фланг, так как он достаточно много с меня попил жизни. Еще 3 в пустоту. Зарядились еще раз. В принципе, сейчас мы раскидываемся своими синими в Низара, а Хеприком, наверное, доберем просто Хагена, и все будет хорошо. Да? Да. Еще и Миртайн сработал. Прикольно. Еще один шот. Ну, все-таки выхожу уже на свой уровень. 3 шота есть. Отлично. Вот. Еще один, и мой золотой стандарт будет выполнен. Как всегда, у меня 4, в лучшем случае 5. Так, иду на Мучо. Или Мачо, не знаю как. Здесь тоже такая экспериментальная команда. Снова беру своих быстреньких зеленых. Беру Мариритку, попытаюсь от нее отыграть. Иду на ту злополучную команду, от которой я получил 0. Я там капитально сгорел. Ну ничего. Значит, что мы здесь имеем? Мы имеем, наверное, 3 справа фиолетовых вертикально, вот сверху, под шипом. Потому что, видите, зеленых у меня опять нет. Здесь, ну, я просто не понимаю, что за скрипт, но опять зеленых нет. Я решаю прокинуться по-другому. Окей, пускай будет. Теперь еще 3 фиола уже по центру непосредственно. Вот, подошли 3 камешка. Хорошо, отлично. И Данте зарядился, это уже прекрасно. Но, к сожалению, нам этих миньонов мало. Вот если бы хотя бы один еще, у него через ход он будет, да? Можно попробовать прокинуть вот синие с красными под Данте. И там еще сложатся желтенькие вертикально. Хорошо, комбо полетело, отлично, как раз он зарядился, он еще накидает своих миньончиков, а мы в целом можем, я думаю, сейчас уже использовать Маририт, у меня все зарядятся, и у меня там, если что, есть варик, потом еще докинуть 3 зеленых Данте, но там 1800 хпшек, я не знаю, если сработает мои все срезы, то все будет окей. В шипа. Ну окей, давайте в шипа. Раз, два, перемещаем в центр, чтобы он нам не поднасрал. И, в принципе, ну вот не хватало там совсем чуть-чуть, но я решил станка не пожалеть, добрать станком. И дальше просто прокидываться 3 зеленых в пустоту. Окей, у меня под набором маны отлично зарядились мои бойцы. Дальше титанию можно. Под титанию у меня особо там продолжить не будет чем. Ну, я думаю, ей хватит всего того, что у меня есть. Вита все-таки по синим доп урон бьет. И что? Ну, а дальше, наверное, фиолы. А может психануть и, да, вот пчелу закинуть. Ну, слушайте, ну здесь завезли. Здесь завезли, потому что у меня чисто зеленые выходят в пустоту сами снизу поля. Дальше я решаю разобраться с Игнисом, чтобы он меня не подкумаривал. Предпоследним у нас у Муча будет от Маририт руки умирать пчел или пчела. И с крита добиваем Данте камнями. Отлично, хорошо. Еще один шот есть, 4-й уже. Я отомстил за свой же разбив нелепый. И остается у меня последний тапылет. Я его беру на Криштофа. Наверное, так прочитал. Плюс-минус выбирал там, хоть кто интересный остался. Взял свою желтую команду любимую. Вот, здесь нужно 7 желтых камней. Так, чисто для разгончика взял Латесу и даже решил взять Анида для того, чтобы потенциально снять вражеские щиты. Но здесь опять, видите, вот вроде камни есть. Но по факту 7 желтых камней есть. Но где они? Вот 3, ну спасибо, под Кокопелли и под Пазузы собрать, блин, спасибо, карма. Я решаю подогнать. А вот есть ли смысл вертикально сейчас 3 прокидываться? Вопрос хороший.
А есть ли смысл сейчас прокинуть синие, как говорит мне игра подсадной? Ну, я так не считаю, но игра вместо меня сама посчитала, сказала, так, барсук, пересчитай. Я думаю иначе. Окей, зато у меня появился один камень, который седьмой будет для меня, потому что трешку я сейчас все-таки справа прокину. Вопрос остается открытый только в плане того, кто будет снимать, блин, бафы. Алло, кто бафы будет снимать? Зеленого я не зарядил. Я, в общем, понимаю, что окей, с меня сейчас снимут ману. Хорошо. Ну, коль уж у меня автолик безоружен сейчас, то, в принципе, можно попробовать зарядить Латесу. И, ну, через центр, наверное, фиолы просятся. Или даже фиолы с синими. Здесь, ну, сколько вариантов, просто жесть полная. Хорошо, Латесу зарядили. Еще нужно мне для идеала, кажется, там один, но, скорее всего, два зеленых камня. Ну, можно попробовать фиолы прокинуть под Данте. Вот как игра показывает. И есть возможность, что там подойдет зеленый. Но нет, я решаю по-другому. Зарядился мой автолик. Но, к сожалению, зарядился и вражеский пазик. Да. Это немножечко печалит меня. Очень сильно даже, скажем бы, печалит. Но простил Джейтоса. Я понимаю, что мне сейчас просто критически нужно ультить. Собирать зеленые внизу. И дальше уже что будет, то будет. А может даже и в Кокопелли сначала зарядить. Слушайте, а если автоликом сделать сейчас в Данте срез и хрупкость, а потом в Джейтосом использовать на Кокопелли. Кокопелли мы осадили, хорошо, и пазиком выносим центр. Слушайте, ну это было слишком много урона, потому что, ну, короче, столько миньонов улетело с Данте, хорошо. Дальше можно снимать все с вражин. Окей. У меня заряжается снова пазик. И я понимаю, что... Ну, ладно. Если зарядился пазик, то мы просто не имеем права его не использовать. Ждать смысла нет. Нужно в Кокопелли заряжаться. Закидываем в Кокопелли. Кокопелли отлетает. Окей. И теперь можно спокойненько. Он там даже через комбо забрать Пазузу. Да, вылетает рандомный камень, забираем. И в общем и целом это уже, я понимаю, что пятый шот. Это очень круто. Все-таки зашло. Где-то зашло, где-то сам хорошо сыграл. По итогу, несмотря на очень плохой старт, плюс-минус там какие-то команды погонял. Какие-то новые для себя, какие-то не новые для себя. Но из тех соперников, которые были на поле, которые были целыми, то ну, я считаю, что нормально. Смог то, что смог. Вот. По итогу, там, если так прикинуть, то даже я был, ну, в тот момент, это понятно, на первом месте, но это всего лишь 5 шотов, и я знаю, что у меня были там цели не самые прибыльные по очкам. Поэтому, понятное дело, что на топе я не буду, тем более там у нас явно есть кому 6 шотов делать. Например, главе Панас молодец. 4 шота настрелял, причем он брал хорошие цели. Хорош. 5400 на 2200 мы сыграли. Вот. У нас, кстати, даже там не все, по-моему, тапки были сброшены. По-моему, 3 тапка у нас оставалось. Да, у нас там косячник один был. Вот. А ребята у нас один раз всего перевернули. Да, у нас 3 тапка оставалось. Ход же не скинул. Ну, видимо, что-то случилось. Или не случилось, потому что такое постоянно тут. Ребят, это меня немножко бесит, что они такие ленивые. Ой, на мне там хорошо так поразбивались. Оборонка стоит, слушайте. Приятно, там 4 тапка использовали, чтобы меня снести. Потом меня еще с 2 вот здесь снесли. И в начале там, по-моему, с 3 тапков тоже снесли. Вот. Нолик. Ну да, получается 3 плюс 3. Ну окей, я по итогу на 5-м месте. Я считаю, что неплохо отвоевал. Короче, вот такая была войнушка. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть за ее развитием. Поэтому, ребята, подписываемся. Не забываем ставить лайки. Обязательно комментируем, чтобы видосик продвигался на ютубе хорошо.
Если есть желание, можете финансово поддержать меня на любую сумму. Я буду очень благодарен. А на этом, пожалуй, все. Всем удачи, ребят, и всем пока.